Добрый день! Сегодня мы с вами будем лепить серьги клематиса из холодного фарфора. Для этой работы нам понадобится холодный фарфор белого и фиолетового цвета, латексный клей, проволока, швензы, краска фиолетовая, зеленая и белая, набор альстромерии, нам нужен только узкий лепесток, клей Е6000, несколько кисточек, стек и тонкая спица. Отрезаем проволоку номер 26 приблизительно по 7 сантиметров. И закручиваем петельку. Смазываем ее клеем и оборачиваем в маленький кусочек фарфора. Оставляем на 30 минут. Начинаем лепить тычинки. Совсем маленький кусочек раскатываем на ладони. Смазываем шарик клеем. Приклеиваем и закручиваем кончик. В итоге таких тычинок получится примерно 9 штук. При необходимости поправляем иголочкой и стеком. Две основы для цветочка готовы. Даем им просохнуть 1 час. Прокрашиваем зеленой краской. Растушевываем. Приступаем к следующему раскрытому ряду тычинок. Раскатываем маленький кусочек и загибаем кончик тычинки. Приклеиваем. Этот ряд состоит из 7 штук. Сразу же приступаем к следующему ряду тычинок. Их тоже 7, и приклеиваем их между уже имеющимися. Вот такая разница. Даем просохнуть полчаса и прокрашиваем тычинки у самого основания фиолетовой краской. Приступаем к лепесткам. Белый холодный фарфор окрашиваем фиолетовой масляной краской с добавлением крема.
Берем вайнер для тонких лепестков альстромерии. Кусочку холодного фарфора придаем на ладони форму веретена. Стеком раскатываем лепесток. И делаем оттиск в вайнере. Такая текстура у нас получилась. Перекладываем на указательный палец и раскатываем край лепесточка. Я буду использовать спицу, но можно и стек, наверное, это дело привычки. Защипываем кончик лепестка и у основания слегка изгибаем. Смазываем основание клеем и прикладываем к нашим тычинкам. Поправляем. И лепестком вниз тыкаем в флористическую губку. Лепим одновременно два цветка. Когда слепили первый ярус из 3 лепестков, можно их сравнить. И если размеры не совпадают, то еще можно исправить ошибку. Оставляем сохнуть на 2-3 часа. Для этого цветочками вниз втыкаем проволоку в глину. Цветочки у нас уже высохли, застыли. Клиентка заказала серьги на серебряной швензе. Откусываем проволочку. Она нам не понадобится. Бокорезами подкусываем каждый лепесток у основания. А потом отделяем от проволоки весь цветочек. Вот что у нас получается. Лепим лепесточек и смазываем его клеем у основания и по краю. Прикладываем. И с обратной стороны разглаживаем глину.
Когда все 3 лепестка готовы, водичкой делаем гладкую поверхность. Оба цветочка у нас готовы. И последний ярус лепестков у нас еще совсем свежий. Нам необходимо подготовить углубление под швензу. Мы выбираем место и прям вдавливаем площадку в свежую глину. Оставляем просохнуть на 3 часа. Теперь цветы можно приклеить к фурнитуре. Толстым слоем смазываем площадку клеем Е6000. И прикладываем к цветочкам. Проверяем, чтобы наклон был одинаковым. Оставляем на 20 минут. Приступаем к тонировке. Тонкой кисточкой распределяем фиолетовую краску у основания лепесточка и заполняем жилки, которые мы сделали с помощью молда. Берем сухую кисть и мягко растушевываем. Добавляем еще немного фиолетовой краски у основания и стушевываем ее. Также прокрашиваем второй ярус. И обратную сторону. Теперь добавим немного белого по краешку лепестков. Берем чистую кисть и слегка тонируем. Вот что выходит. На другую кисточку берем зеленую краску и придаем цвет кончикам лепестков. И с обратной стороны. Все, серьги готовы. Нужно дать краске высохнуть. Это займет несколько дней. Спасибо за внимание. Если вам понравился урок, пожалуйста, поставьте лайк. Можете подписаться, чтобы не пропустить следующие мастер-классы. До скорых встреч! С вами была Наталья Бусенко.